Приветствую всех на канале, меня зовут Наталья, и сегодня видео, о котором меня просили. Сегодня я хочу вам показать все свои молды, и не только показать, я по линейке буду вам показывать размер именно самих заготовок. Размер молда значения не имеет, потому что это все равно никак не влияет на размер рамки. Поэтому буду полностью показывать, рассказывать, и, конечно, под видео оставлю все ссылки. Если вам интересно, оставайтесь со мной и приступим. Начну с рамочек, так как их я использую больше всего. И моя любимая рамочка вот эта вот. Она получается в готовом виде, она вот 9 сантиметров и ширина у нее 7 сантиметров. Следующая популярная рамочка, вот она. Когда-то я начинала с ней работать. Она получается 7,5 на 5,5, чуть меньше, даже на 5. Вот эта рамочка. У меня есть она и в сером силиконе, и в розовом. Обе хороши. Получается она 8,5 сантиметров, ширина рамочки 7 сантиметров. Вот эта рамочка очень красивая. Возьмем по крайним сторонам. Получается 7 сантиметров в диаметре. Следующая рамочка. Вот эта. Использовала ее только один раз. Ширина 6 и высота 7 сантиметров. Вот такая интересная рамочка герб. Получается 5,5 сантиметров и высота 6 и чуть-чуть, не доходя 6,5. Вот интересная рамочка квадратом. И вот она идет, получается 9 сантиметров на 9 сантиметров. Также интересная рамочка с розочкой. Получается 6,5. Ну и крайние на 4,5. Эту рамочку я, по-моему, купила в магазине, где делают кейки, ой, торты. Поэтому, если найду ссылку, обязательно оставлю. Что еще? Вот еще хорошая рамочка, большая. И хорошо то, что и вот здесь у нее есть отверстие. Можно делать как на веревочке, привязать и куда-нибудь как кулон, можно фотографию. И получается она еще вот 8,5 и по широким сторонам 6 сантиметров. Так, что у меня еще есть? Вот что у меня есть. Это морской, забыла слово по-русски. Получается 7 и чуть-чуть компас. Вот, вспомнила компас. 7,3 миллиметра по диаметру. Так, сейчас отложу, начну еще что-то, отложу какие-то рамочки и вернусь к вам. Вот еще одна рамочка. Совсем недавно я делала лепнину. Она получается 6,3 миллиметра и примерно 3,7 миллиметров. Вот эта рамочка очень тоненькая, нежная, поэтому я работаю только с пластиком с ней. 6,5 и по широкой стороне 4,3 миллиметра. Часы. Тоже часто использую 4,5 и высота часиков 5,2 миллиметра. Откладываем. Вот тут у меня с цветами. Девушка с цветами и волосами. Это я помещаю в рамку в середину. Получается 3,8 миллиметра ширина и высота 4,6. Вот эта рамочка, тоже маленькая, с камеей. Так, камею я тут что-то испортила чуть-чуть, но ничего, у меня второй где-то есть. 3,5 ширина и высота 4,5. И камея маленькая, 2,4, примерно на 3,3. Вот еще одна рамочка, тоже очень тонкая, нежная, поэтому только с пластиком. С глиной она не совсем получается. Почти 8 сантиметров длина и ширина 6 сантиметров. Так, еще раз показываю, если вдруг линейка отсвечивает от лампы. Вот такая рамочка у меня есть. Окошко. Высота окошка у меня получается 6,5 на 4,3. Вот такое есть у меня. Это дверь.
еще пока не использовала, я купила, мы делали с вами замок, и вот у меня была задумка, и все никак еще не использовала. Это будет дверь. Получается 11 сантиметров высотой, и ширина двери, вот по крайним точкам, вот здесь возьмем, 6,3. Так, что еще из рамочек? Рамочки. Так, рамочки, по-моему, закончились. Сейчас подберу следующие молды и вернусь к вам. И следующее — это балетная тема. Этот молд я часто использую. Лепнина получается высотой примерно 7,5 сантиметров. Ну и вот широкая часть почти 3. Балерина 6,5 высотой. Вот это 7,5 из-за ножек. И где-то получается 3,5 ширина. Я его очень люблю, этот молд, часто использую. Следующий — это у нас феи или кто, или бабочки. Ну, в общем, не знаю кто. Но тоже все часто используют этот молд. 6,5 высота и где-то вот 3 сантиметра широкая сторона у нас. Вот тут 6 сантиметров. Также оставлю ссылки. Вот этот молд я как-то показывала, делала 2 игрушки, но не успела снять ролик. Получается якорь 8,5 и по широкой стороне 5,5. И маленький якорь 7 сантиметров и 4,5. Так, еще одну рамочку нашла, розочки. Так, диаметр получается почти 7 сантиметров. И небольшие листики по 3 сантиметра. Вот этот молд, птица. Так, ну что здесь сказать. Сам молд большой, 11,5. Фигурки получаются, вот если брать по широкой стороне, 5,5 и ширина 4 и чуть-чуть. И вот примерно 5,5. Ну и здесь 2 и 5. Вот тут широкая часть получается почти 7 сантиметров. Ну и эти фигурки небольшие. Следующий молд, бантики. Я недавно его получила, очень довольна, но он немножко, вот как я уже говорила в последнем видео, неровный, поэтому надо научиться с ним работать. Молд небольшой, 6,5, и сами бантики 4 сантиметра на 3,5. И вот тут бантик побольше 3 сантиметра. Этот бантик 2,5, как бы можно выбрать любые бантики, и 2 сантиметра. Этот молд я советую. Часики. Тоже еще этот молд не использовала. Сам молд 9,5. И вот тут часики 3,8. Тут почти 3 сантиметра. Вот тут ровно 3 сантиметра. И часики поменьше. 2 и 4. И тут совсем маленькие. Веревка связанная, тоже морская тема, получается 8,5, и тут даже не знаю, как его измерить. Вот широкая часть 2,5. Вот новый молд, еще не использовала, но это для парикмахеров будет. Вот еще один у меня есть. Ножницы. Ножницы получаются где-то в 6,5 сантиметров и ширина 3 сантиметра. И тут уже ножницы пошли поменьше, 4,5 и совсем маленькие. Вот эти ножницы и расческа. Тоже получается лепнина 5,5 сантиметров и расческа 6,5 сантиметров. И они такие вот, широкая часть 3 сантиметра. Следующая карета также работала, видели, 6,5 ширина и высота 4,5. Вот одни из моих тоже любимых молдов. Все уже его знают. Молд достаточно вот широкий, 12,5. И высота выходит 4 сантиметра. И вот эти маленькие завитушки, они тут почти 4 сантиметра. Вот такой тоже молд. Герб, как я его называю. Получается 6,5 на широкую часть 4,5. Я линейкой шевелю, потому что отсвечивает свет, чтобы вам было видно.
Так, здесь у меня маленькие цветы. Это тоже использовать только пластик, потому что глина маленькая, ну не получается, очень нежные такие цветочки там маленькие. 3,5. Я даже не помню, где я его купила. Где-то купила. Вот новый молд Корона. Пришла, еще не использовала, сегодня распаковала. Получается 4 сантиметра шириной, вот это 4,5. И каждая корона высотой 2,5. И тут 3 сантиметра. Вот такой молд тоже работали в прошлом году. 9 сантиметров получается лепнина и высота 3,3. Этот молд виноград, получается широкая часть 7 сантиметров и высота, ну, возьмем так, 3 сантиметра. Завитушки маленькие, нежные, поэтому только работа с пластиком. Следующие колокольчики. Колокольчики, ну, они тут разные. Вот самый большой колокольчик получается 3,5 и высота 3 сантиметра. И вот тут 3 сантиметра, высота 2,5. И еще один маленький колокольчик. Шишка. Тоже использовала, вы уже видели в моих видео. 4 сантиметра высота и ширина 3,5. Пусть будет 3,5, да. Так, свечка. По-моему, тоже показывала. Высота свечки 7 сантиметров и 5,5. Сейчас подберу следующие молды и вернусь к вам. И начну с большого. Вот буквально на днях я выкладывала видео, и там были розочки. Молд достаточно большой сам, 19,5 сантиметров на 12. И здесь разные розочки разного размера. Вот если брать, тут и 7,5, и 4, и 4,5. Как бы можно и маленькие бутоны, и листики. Очень хороший молд, советую. Еще один молд у меня большой, вот такой. Здесь тоже всякие герб, цветы, тоже большой. И вот можно вот эти гербы его на игрушку и в середину еще что-то. Ну и цветы получаются, вот они, 10 сантиметров и невысокие, на 2,5. Вот этот молд вы уже видели, вот он уже от старости у меня немножко порвался. Очень хорошо работает структурной пастой. Ну, он достаточно длинный, получается 30 сантиметров и 3 сантиметра ширина. Тоже я с ним работала. Вот это ангелы вы уже видели. Получается высота 6,5 и ширина 3,5, 3,8. И здесь тоже 7 сантиметров и 4 сантиметра. Вот новый молд тоже. Здесь Дед Мороз, олень, елочка и снеговик. Ну, они небольшие. Вот такие получаются. Елочка вообще 2 сантиметра, высота 3 сантиметра. Ну и, соответственно, вот у меня помытый, еще мокрый. И, соответственно, снеговик и олень. Вот этот молд. В прошлом году часто я его использовала. Елочка получается 6 сантиметров высотой и 3 сантиметра шириной, 3,5. Ну и олень, соответственно, также 6 и чуть-чуть. И самая широкая часть 4 сантиметра. Так, музыкальная часть пошла. Вот. У меня тут два молда. Гитара. Гитара. Так, получается высота 10,5 и самая широкая 4,5. Так, скрипка 6,5, ну и тут 2 и чуть-чуть. Нотный знак, соответственно, поменьше 4,5. И здесь то ли труба, то ли еще что-то. 6,5 на 3,5. И здесь скрипка и гитара. 7 сантиметров на 2. 6,5. Вот широкая часть на 2. Так, медвежонок. Медвежонок маленький совсем. Очень удобно в рамочке его. 4 сантиметра на широкую часть 2 сантиметра. Следующий молд. Вот этот ажурный. Тоже многие с ним знакомы. 7 сантиметров длина и примерно от 1,5. Ну, тут везде 1,5. Вот тут пошире. Тут получается 3,5 и вот такие завитушки.
Цветы где-то купила, это не на Алиэкспресс. Это розочки 2,5-3 сантиметра и, соответственно, меньше. Ангелы. По-моему, такой молд тоже у всех есть. Маленький, 3,5 и на 2 и чуть-чуть. Так, здесь у меня гаечные ключи. Это я даже не знаю, откуда он у меня появился. По ошибке где-то я его заказала. 4,5 и совсем вот такой на 1,5. Следующий молд, один из моих любимых. Получается, он 6,5 на 3,5. Я часто его использую, так как глину сразу можно вытаскивать, не надо никуда помещать. Это тоже молд, откуда у меня, не знаю. Вот тут морская тема, ракушки маленькие, такие по 2 сантиметра. Вот тут 3 сантиметра, совсем малюсенькие. Так, следующий молд коляска. Тоже видели, делала. Получается 4,5, высота коляски 5 сантиметров. Так, где-то у меня еще был один детский молд, где вот он. Вот, погремушки тут что-то висит. Получается 6,5 сантиметров и высота 4. Здесь тоже с глиной трудно, только если работать с пластиком. Так, белочка. Белочку вы тоже видели у меня. 5 сантиметров получается ну, возьмем на 4, если вот так всю белочку. Еще один молд, я его купила, пару раз использовала. Единственное, мне не нравится, что он очень толстый. Вот вы видите, он очень высокий, поэтому получается толстый. Я его не часто использую. 3,5 высота на 13 сантиметров. Сама лепнина получается 12,5. Вот этот нежный молд, тоже с глиной невозможно работать, только с пластиком. Получается 3,8 и высота 5 сантиметров, если полностью брать. Следующий замок. Тоже, наверное, видели. 5 сантиметров ширина и высота 6,3. Розочки, розочки, розочки. Вот такие полувенки. Молд совсем небольшой. И получается ширина 5,5. И вот высота 2,5. И, соответственно, меньше и меньше. И розочки также. Ангел. Очень часто использую. У всех этот молд есть. Так, если брать полностью, получается 4 сантиметра. И он такой вот маленький на 2,5 сантиметра. Здесь 2 ангела. Тоже использовала в прошлом году 5 сантиметров. И высота 3 сантиметра. Еще один молд. Также вы его видели. Было что-то с ним делала. 10,5. Это тоже 10,5. И на 2,5. А этот почти на 2. Еще один молд заказала, один раз использовала. 7,5 сантиметров на 3 сантиметра. Так, ну и, наверное, на этом все. Если я вдруг какие-то молды не нашла, я найду. Дело в том, что я сейчас переезжаю в мастерскую, поэтому вот сейчас я вам все показала. Выставлю на канал и через 2-3 часа выставлю все ссылки, потому что собираю все, чтобы отправить в мастерскую. Поэтому не волнуйтесь, все ссылки будут обязательно. А на сегодня все. Надеюсь, видео было полезным и кому-то пригодится то, что я вам рассказала. Именно размер и ссылки. Творческих успехов вам, всего хорошего и до скорой встречи в новой мастерской. Пока-пока.